Куриный бок – это то, что вам стоит найти прямо сегодня. Наверное, очень многие из вас слышали это словосочетание. Куриный бок – улыбка удачи. Талисман из далекого детства. Будучи маленькими, мы собирали такие камушки и бережно хранили в заветной шкатулочке, картонной коробке со своими сокровищами. Гордо носили на шнурочке на шее. Что же такое куриный бог? Вы знаете, это веселый, стопроцентно позитивный талисман, представляющий собой обычный с виду камешек со сквозным отверстием. Каким именно образом оно возникло, абсолютно неважно. Ветер и вода проделали свою работу, и его величество случай услужливо подкинул нам забавную находку. Камень может быть маленьким или побольше, гладким или ребристо-шершавым, изящным или грубоватым, с обилием углов и выемок. Но любой из них совершенно уникальное творение самого гениального скульптора природы. Чаще всего такие камушки можно встретить на берегу водоемов. И не играет роли, на речном ли, морском побережье вас поджидает сувенир, неизменно вызывающий улыбку. Куриные башки – это редкостные хитрюги. Они искусно прячутся в цветной гальке, будто дразнятся. А ну-ка попробуй нас найти. Не так легко нам удается отыскать маленького каменного проказника. Но когда после долгих поисков наконец-то замечаешь взгляд глазка дырочки в заветном камне, азарт и ощущение радости и детского восторга просто непередаваемы. И вот на вашей ладони лежит символ единения сразу трех стихий – воды, земли и воздуха. Абсолютно точно он принесет удачу своему обладателю. Но для того, чтобы талисман начал свою работу, его необходимо активировать. И сделать это нужно по возможности сразу же. Сначала разглядите камешек хорошенько и посмотрите сквозь его отверстие на небо. Теперь нужно добавить воздействие четвертой стихии – это огня. Для этого достаточно на мгновение поднести к камушку огонек зажженной спички или зажигалки. Но будьте осторожны, камень не должен почернеть. Иногда вдоль побережья вы можете встретить даже большие скалы с причудливыми пещерами, отверстиями. Пройти сквозь такой природный тоннель всегда считалось достаточно добрым знаком, особенно если при этом вы загадаете свое самое сокровенное желание. В культурах разных народов мира камни с отверстиями были почитаемы издревле, хотя и назывались по-разному. Куриный бог, ведовский камень, божий глаз, собачий бог, змеиное яичко и даже стрела Перуна. На Руси верили, что дырочку в камне прожгла молния грозного божества. Нерукотворное отверстие в любых камнях издревле считалось символом открытых дверей, преодоления препятствий и своеобразным окошком в мир новых возможностей. Считается, что лучше всего, чтобы отверстие было посередине. А если их еще и несколько, помните, это небывалая удача. Но если просверлить дырочку самостоятельно, работать талисман не будет. Именно поэтому так важно не купить камешек в сувенирной лавке, а найти его самому. Тысячелетия тому назад такие камни были оберегами для домашнего скота и человеческого жилища. Считалось, что злая сила не переступит порог дома, над входом в который висит зоркий каменный страж. Во времена культа Велеса на таких камнях рисовали человеческое лицо. А жители Западной Европы верили, что, взяв талисман с собой в лес, можно сквозь глазок куриного башка видеть эльфов, гномов и фей.
Куриный бог охранял наших древних предков не только от кикимора и прочей нечистой братьи, но и от воров, а также присматривал за домашними животными. В наше время лучше хранить этот природный амулет в прихожей или на кухне. Главное условие успешной работы куриного божка, друзья, это обязательно чистота в доме. Такой камушек, рожденный на просторах рек и морей, не поймет пыли и хлама в вашем доме. Найденный камушек можно даже подарить близкому человеку на счастье, но принимающий подарок должен поцеловать вас для того, чтобы принять удачу. Ну а если по истечении какого-то времени ваш домашний оберег раскололся или рассыпался, не беда. Знаете, это означает, что он выполнил свою работу, и вам пора отправляться на поиски нового талисмана. И вы обязательно найдете его снова, куриного божка, улыбку природу, притягивающую нас неистребимой верой в добрые чудеса. Друзья, будьте благополучны и счастливы. Как всегда, ваш канал «Эзотерика для тебя».